Друзья, всем привет! Серферы-бездельники, наши любимые девианты. Начинаем нашу вечернюю рубрику «В гостях у Бати», где в легкой и непринужденной форме мы будем обсуждать с вами ключевые тенденции дня, недели, жизни. Все будет зависеть от настроения и фактов. Сегодня, в принципе, достаточно много интересных новостей, которые иллюстрируют сложность и неповторимость нашего бытия. И начну я с заявления нашего любимого премьер-министра Дениса Шмыгаля, которому я сегодня даже посвятил небольшой текст, который вот так вот и называется «СОС, холопы разбегаются», относительно украинских беженцев. Шмыгаль сказал, что надеемся, что все украинцы, которые убежали в Германию, быстро вернутся в Украину. Киев уже обговаривает технические детали возвращения с федеральным правительством и договорились вместе находить решение, как вернуть украинцев как можно быстрее. На этот счет там разродился и МИД, и в принципе эта линия, она периодически появляется в СМИ в виде тех или иных заявлений. И по этому поводу можно сказать одно, что наши феодалы уже вдруг с ужасом осознали, что действительно бегство холопов с подведомственной территории достигло таких пределов, что так дальше продолжаться не может, поскольку можно остаться один на один со своими владениями, сидеть, клацать голодными зубами, потому что никто не производит соответствующие блага, и даже любимые парикмахеры разбежались. И в связи с этим нужно как-то решать. Поэтому, а как решать, что они могут решить? Пойти, поскольку мышление это феодальное, поэтому я уже представляю эти переговоры, когда приходят наши феодалы к немцам и говорят: у вас тут миллион с лишним голов наших холопов, возвращайте нам их, самим нужны. Я вот вижу, как эти вагоны скотовоза, с буржуйками едут туда куда-то, в Берлин, в Дрезден, в Лейпциг, по всем необъятным просторам Европейского Союза, с надписью «Люди», для того, чтобы полицаи, заранее подготовленные, согнали, этих беженцев, посадили в эти вагоны, и дальше Родина гостеприимно откроет свои ворота, чтобы вот самое интересное, здесь наступает самый ключевой вопрос: чтобы что может предложить Родина этим людям, беженцам, которые прозорливо отсюда смылись? Она ничего предложить не может. Свободы ноль, по всем свободам мы уже в конце всех всевозможных рейтингов. Экономическая свобода, это просто что-то чем-то. То есть никогда силовики так не грабили бизнес, как сейчас. Вот. Политические свободы молчим, процесса политического просто нет, он отсутствует. Вот. Индивидуальные свободы, то же самое, попробуй не бусифицируйся, для мужского населения проблема. Я в прошлом эфире с Зелениным привел в качестве примера Сирию. Всем советую этот кусок просмотреть, где Медиазона провела интервью с сирийскими мигрантами-мужчинами, которые как раз нарисовали такими мазками картину, просто до боли напоминающую то, что происходит в Украине. И оказалось, что миллионы сирийских мужчин бежали из страны только, в том числе потому, что не хотели бусифицироваться на фронтах гражданской войны, где Асад беспощадно утилизировал сотни тысяч человек. Понятно, что с другой стороны там тоже были не дети, и игиловцы с Ан-Нусрой, в общем-то, тоже творили страшные зверства. Но вот в этой конкуренции идеологических зверств ИГИЛа и внеидеологических зверств Асада, никто особо не разбирался, хочет человек умирать за
значит, идею, значит, исламского вот этого вот радикального фундаментализма, или за отсутствие какой-либо идеи, кроме сохранения власти Асада любой ценой. Поэтому у граждан Сирии возник вот этот вот выбор, который привел к тому, что миллионы сирийцев начали бежать от войны, куда глаза глядят. Вот. И в этом контексте вот мы видим, что наша феодальная элита, она действует в схожей логике. Собственно говоря, поэтому я и на протяжении последних эфиров все время говорю, что важно это очень хорошо понимать, что произошло в Сирии, и что тень Башара Асада, она ну, как бы отбрасывается и на Украину, и на Зеленского, как бы на всю нашу правящую элиту, потому что коллапс на вот таких сверхвысоких скоростях и распасовках, которые мы видим в международной системе, когда каждый день страны как бы и лидеры государств бросаются заявлениями, за которыми стоят у кого-то стратегии, у кого-то страхи, у кого-то намерения, требуют очень быстрых реакций и самое главное осмысленных реакций с опорой на реальные ресурсы, реально мотивированное население и реальное понимание того, что происходит. Так вот, вот Шмыгаль, когда это все произносит, вот это бормотание пустоты организационной, которая воспроизводит пустоту, вещает в пустоту, потому что очевидно, что немцы, которые вот это все прислали, посмотрели на них как на дурачков, коими они являются, покрутили там у виска и перекрестили и отправили, дали в руку конфетку тузик, не знаю, как оно там по-немецки написано, вот, чтобы они ее пососали, пока ехали до границы, точнее говоря, летели сначала в Варшаву, а потом ехали до границы, и с Богом как бы ушли со своими безумными идеями, потому что немецкой организационной машине нужно топливо, а человек является таким топливом, и примат человека над всеми остальными ресурсами для стран развитого Запада уже давно очевиден. Поэтому, конечно же, они не будут никаких беженцев отдавать, конечно же, никто не будет там серьезно заботиться о том, как вернуть украинцев в Украину, потому что очевидно, что если война закончится, то те, кто экономически активные и имеют перспективу, включая там женщины с детьми, они будут оставлены, и немецкое государство будет прилагать все усилия, так же, как и все другие государства будут прилагать все усилия для того, чтобы этот ресурс человеческий остался у них на территории. А те, кто не будут вписываться, там пенсионеры, которым не за что жить, и которые живут сейчас на пособиях, конечно же, они вернутся в Украину и, ну, точнее говоря, если будет возможность вернуться там, куда возвращаться. Хотя, в общем-то, я думаю, что Германия в этом плане особо заморачиваться не будет, отправят, создадут условия, когда без поддержки люди будут возвращаться туда, где есть жилье, и будет это Украина, либо оккупированная территория Украины, они просто поедут туда, как это уже там происходит. И в этом случае Шмыгаль вместе со всей этой феодальной быдлотой, которая смотрела на человеческий ресурс, на человеческий капитал, как на что-то вот такое, как бы там, да, вот она получит не реализацию своих мечт относительно того, как получить старых посполитых, которых можно будет как бы сидя, значит, там где-то в Монако дистанционно дергать за сиську, которую можно выдаивать еще несколько миллиардов долларов, чтобы положить себе в карманы, которые можно будет проиграть там в казино в Монако там или где-то еще. Вот. Они столкнутся с тем, что вернется демографический неактивный элемент, которого тоже необходимо будет кормить. А если кормить будет нечем, то значит столкнуться с угрозой бунтов и всего остального, что сейчас, допустим, с чем сейчас столкнется Сирия, которая в условиях дезорганизации государства, например, должна решить базовый вопрос, откуда взять нефть, которую перед этим завозил Иран, и тем самым решал вопрос обеспечения просто элементарно всей инфраструктуры логистики
да, там заправки автомобилей, домохозяйств, армии там и всего остального. Вот сейчас Иран как бы задержал свои танкера, и это в том числе элемент давления как бы относительно там перспектив присутствия в Новой Сирии постасадовской, значит, этой прекрасной и интересной исламской страны. Вот, поэтому как бы у нас вот эти клоуны, они особо не задумываются относительно того, с чем столкнется Украина после того, как их мечты будут реализованы, но при этом Украина останется без той поддержки, которую получала на протяжении почти 3 лет. А эта поддержка уже в следующем году будет урезана раза в 3. И в военном ключе как бы мы тоже видим, что американцы обозначают в лице Трампа, что военная помощь будет не такой, как там Украина уже привыкла. Более того, раздаются уже такие грозные месседжи относительно того, что трамповская администрация будет расследовать, как использовались деньги, куда использовались деньги. Ну, короче говоря, вот эта вся лафа в виде золотого дождя, столь приятного для нашей правящей элиты, которая этот золотой дождь трактовала как вечность, которая никогда не закончится, и как успех своих менеджерских талантов, потому что можно было сказать, что в условиях полного как бы разъеба экономики и, значит, бегства значительной части населения с оккупированных территорий и с территории Украины в целом, стабилизация финансовая, которая наступила в 2022 году после ухода от первого шока оккупации и вторжения России, вот она трактовалась как менеджерские таланты вот этих всех как бы ребят, и они брали вот как бы на знамя, что это мы спокойно, мы смотрите, мы все стабилизировали, это мы, вот. А на самом деле это Запад. Запад, который дал ресурсы, которые дальше как бы благополучно сжирались, как бы там разворовывались. И вместо укрепления обороноспособности страны мы имеем ту расхлябанность, с которой встретили широкомасштабку. И пост Бутусов относительно того, что под Покровском был сдан целый укрепрайон, прекрасно построенный, кстати, хорошо построенный, хорошо оборудованный, но туда просто не завели людей, он из этой серии, потому что вот такими фактами, значит, изобилует вся наша повседневность. И вот на этом фоне вот этих всех бессмысленных и беспощадных заявлений возникает вопрос, что будет дальше. Ну, тут Данил Машак пишет, что Юра, сразу вам вопрос, разрешат ли менять пана чаще, чем раз в год, и можно ли будет требовать что-то, чтобы иметь видимость значимости. Я думаю, что ничего у них не получится, потому что, ну, собственно говоря, невозможно без западных ресурсов вообще простроить какую-либо устойчивую модель государственности Украины в послевоенный период. И поэтому все попытки здесь сформировать государство с крепостным правом, значит, с феодализмом, с рабовладельческим строем, вот, с ограниченными свободами, оно все закончится тем, что западный налогоплательщик, который финансировал всю эту красоту, он скажет, а нахер нам это Сомали, вот, которое мы финансируем в Восточной Европе. И прежде всего американский налогоплательщик, который посредством Трампа, кроме того, обозленного, значит, на то, что его неоднократно кидали и со стороны Порошенко, и со стороны Зеленского, вот, будет иметь все мотивации для того, чтобы, значит, уменьшать финансирование и прагматично относиться к индейцам, которые решили, что они управляют миром, управляют вселенной там, из киевских пагорбев, как бы, да. И мы видим по заявлениям Трампа, что с другой стороны он сейчас занят дилеммой, как выпетлять из этой ситуации, потому что
ну, как-то вот пасьянс начал стремительно складываться, да. Сирия, как я уже говорил, оказалась просто чудовищным ударом по России и по Ирану, потому что поставила, если не крест, то серьезный ограничитель на их амбициях у Ирана играть свою мощную региональную игру, у России играть свою глобальную игру, потому что они ж ничем, кроме глобальной игры, не думают, являясь, по сути, региональным государством. Вот. И, соответственно, они сейчас в серьезном шухере, в Москве шухер на самом верху, потому что очевидно, что Штаты могут поднадавить. Трамп намекнул, что Штаты могут, значит, ударить по Ирану. Понятно, что Трамп любит блефовать, и Трамп любит как бы вот такие шаги, которые подчеркивают мощь Соединенных Штатов, хотя на самом деле, конечно же, для него сейчас было бы, ну, в той избирательной логике, которая привела его к власти, не втягивать США в новые региональные войны. Но поскольку в Сирии все сложилось самым приятным и самым интересным образом, и теперь эта черная дыра оголила фланги и России, и Ирана, то возникли новые возможности, которые, например, для Израиля открывают перспективу попытаться добить иранский режим, например, через ракетные удары по, как в России говорят, центрам управления, и катализировать процессы, связанные с внутренней нестабильностью, дестабилизацией, короче, всего того, что приводит к революции. Ну, например, Нетаньяху сегодня в послании сказал, что я знаю, что вы хотите мира так же, как и мы. Так же, как и мы хотим мира с вами. Однажды Иран станет свободным, и я не сомневаюсь, что мы вместе добьемся этого мира в будущем гораздо раньше, чем люди думают. Ну, это такой как бы нетривиальный намек относительно того, что, в общем-то, Израиль ставит для себя задачу дальнейшего углубления безопасности в регионе, где Иран на протяжении десятилетий выступал ключевой проблемой для Тель-Авива. И поэтому Сирия, которая сегодня превратилась в бесПВОшную зону, позволяет Израилю иметь опцию наносить удары по территории Ирана, имея как бы гарантию практически, что эти ракеты по пути не будут сбиты ни российскими системами ПВО, ни сирийскими, которые там развернуты, ни иранскими, которые находились, возможно, там на территории. И тем самым резко упрощается задача нанесения максимального вреда Ирану. Я думаю, что в этой игре может присутствовать и блеф в какой-то мере, потому что Израиль тоже имеет небезграничные ресурсы, но с другой стороны у Израиля сейчас все складывается, и у Нетаньяху лично все складывается настолько неплохо, что, ну как бы, чем черт не шутит, Хамас уже валяется там где-то в руинах, и идет вопрос о том, как запустить обмен забрать заложников в обмен на мир. Хезболла тоже загнана там в подполье и чувствует себя не очень, мягко говоря, хорошо. И в этой ситуации Израиль заходит на территорию Сирии и расширяет буферную зону для того, чтобы обезопасить себя на случай, если в Сирии появится не нормальное демократическое правительство, а какие-то бармалеи с черными флагами, там, с зелеными флагами, и начнут, значит, что-то там толкать по поводу какой-то радикальной исламской повестки. Поэтому они на опережение вот это вот делают все, выносят все, что угодно из тяжелого вооружения, что там осталось. И тем самым куют железо, пока горячо. И тут возникает вопрос, а, собственно говоря, где же мы в этой всей красоте? Что это означает для нас? А это имеет непосредственное к нам отношение, потому что в России сейчас, по сути, идет ожесточенная борьба между партией мира и партией войны, поскольку, с одной стороны, попытки убрать Набиуллину, как я вчера говорил, с поста главы Центробанка, свидетельствуют о том, что Кремль уже
принципе, начинает осознавать, что экономическая ситуация все больше и больше ухудшается. И даже такая мощная фигура Набиуллина, как Набиуллина, которая поддерживалась консервативной политики и на протяжении последних 10 лет удавалось российскую экономику держать в достаточно бодром состоянии, несмотря на санкции, несмотря на все проблемы, которые в России появились после 2014 года. Так вот, даже такая фигура, как Набиуллина, уже не может скрывать и разрешать вопрос, связанный с высокой инфляцией, с недостатком порядка 5 миллионов человек на рынке труда, что уже ощущают в себе все секторы экономики в России. Недостаток специалистов даже на ВПК, где сейчас щедро, на предприятиях ВПК, где сейчас щедро платят. И, соответственно, уже очень тяжело скрывать, что российская экономика дрожит и испытывает на себя огромное давление, которое может усилиться в случае, если цены на нефть обвалятся до $40, что с учетом скажем так, инфляционного коэффициента, который за несколько десятков лет наблюдался, будет эквивалентно тому, что какие цены имелись на нефть в 80-е годы, когда Советский Союз повалился из-за того, что были моменты, когда нефть стоила $8 за баррель, и это привело к тому, что закрома очень быстро опустели, и ресурсов вести войну не хватило. Поэтому сейчас Россия оказалась на развилке относительно того, либо ускорить давление на Украину и как можно быстрее попытаться отхватить территорий, и чтобы зафиксироваться на выходе, либо уже сейчас переходить к заключению сделки, о чем, я вам скажу так, и в Киеве говорят, и в Вашингтоне говорят, что сейчас полным ходом идут переговоры, и если вот эта партия мира победит в России, то заключение сделки может быть даже в ближайшие 10 дней, И вот партия войны настаивает на том, что необходимо нас давить, пока есть возможность, вдруг мы посыпемся. А партия мира, она ставит вопрос относительно того, что нихера мы можем сами посыпаться, потому что если мы заиграемся настолько, что американцы с Израилем нанесут удар по Ирану и посыпется Иран, и тогда начнет рассыпаться вообще вся вот эта картинка благолепия, которую они пытались развернуть на саммите БРИКС в Казани, и с пафосом рассказывали, надували щеки, рассказывали, как вот сейчас страны глобального юга, как они натянут Соединенные Штаты, и как борьба с империализмом и несправедливым неэквивалентным обменом, она будет закончена победой глобального юга, и значит, кто был ничем, тот станет всем, и прочее бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Значит, как мы знаем, Трамп на такие заявления уже сказал, что сосать была команда, поэтому те, кто не любит доллар, готовьтесь к тому, что будут введены пошлины под 100% и со всеми вытекающими для тех, кто не любит доллар. И с учетом вот этого Башарапада, Асадопада, который мы увидели, многие страны глобального юга задумываются относительно того, стоит ли выпускать старую, добрую, понятную долларовую птицу из рук и без вазелина начинать участвовать в проектах Китая и России, или же все-таки воздержаться и проявить мудрость, как Саудовская Аравия, значит, без лишнего пафоса находиться дальше в лагере Запада и участвовать в тех проектах, которые позволят без войн, используя нефтедолларовые ресурсы, двигаться в светлое будущее и строить НЕОМ, значит, модернизировать экономику и всячески двигаться по пути развития в светлое будущее без ненужных эксцессов, которые, как на примере Сирии и Украины, все увидели, могут достигать такого масштаба, что все потом судорожно думают, откуда взять бабло для того, чтобы черную дыру закрыть таким образом, чтобы и потратить немного, и проблема исчезла. Это, кстати, то, что сейчас происходит в Сирии, и все судорожно чешут репу, откуда взять деньги на ее восстановление. Украинский вопрос на подходе в этом плане. Поэтому мы видим, что
идет вот интенсивное маневрирование. И сегодня было еще несколько заявлений, которые как бы отражают вот масштабность вот этих дилемм, которые сейчас есть и в Вашингтоне, и в Париже, и в Берлине, и в Москве, и в Киеве, и в Рияде, и в Анкаре. Потому что Трамп предложил, как вариант, что Европа сможет ввести войска в Украину. Сегодня в ВСЖ появилась на этот счет информация, что он сделал такое предложение. И свидетельством этого является реакция Дональда Туска, на которую уже как бы там у нас начали, я видел, реагировать, что, значит, в Политико была статья после визита президента Франции Макрона в Варшаву. Как известно, этот визит последовал после того, как Зеленский и Макрон 10 минут говорили вместе с Трампом в рамках встречи Макрона с Трампом. И вот Макрон кабанчиком метнулся в Варшаву и поговорил о чем-то с Туском. После этого Туск вышел и сказал, что отвергает предложение о том, что европейские страны готовятся направить тысячи военнослужащих в Украину в рамках потенциального соглашения о прекращении огня для окончания войны с Россией. Я напомню, что тем, кто не в курсе, есть такой тайный план у Банковой, что в мае следующего года должен зайти на территорию Украины миротворческий корпус европейских стран в составе Франция, Польша, Великобритания и, возможно, Румыния, и, возможно, еще несколько стран, которые, ну, как бы вот должны быть такими гарантами безопасности. Зеленский фактически об этом говорил на днях. Эта информация еще начала циркулировать в мае этого года. И, кстати, я обращу внимание, что такие страны, как Румыния, приняли в свое законодательство изменения, которые разрешают использование их армии за пределами их территории. В Польше, по-моему, тоже такой закон был принят. И, например, учитывая связи Бухареста с Парижем, ну, как вы знаете, у Румынии и Франции особые отношения. Там в свое время они в Малой Антанте были после Первой мировой войны. И, в принципе, как бы Париж промоутирует Румынию внутри Евросоюза, потому что, ну, как бы там и культурные, языковые связи близкие там и так далее. И в этом плане как бы можно говорить о том, что, в общем-то, Макрон, который эту идею в свое время предложил, был одним из инициаторов, он от нее как бы не отходит, потому что для него это, ну, новая возможность проявить себя в европейской политике после того, как закончится его президентская каденция. Но вот заявление Туска показывает, что Туск сейчас больше думает о президентских выборах в Польше, потому что совершенно очевидно, что он не хочет получать этот геморрой себе на голову, поскольку пока, значит, правящая коалиция не обеспечит себе победу на президентских выборах, то, соответственно, они будут вынуждены маневрировать и делать свою политику таким образом, чтобы ПиС, значит, и конфедерация не использовали подобного рода темы для критики и, соответственно, уменьшили их перспективы на победу. Туск сказал: я хочу пресечь спекуляции на тему присутствия войск из той или иной страны в Украине после возможного мирного соглашения или в случае прекращения огня, сказал он журналистам. Польская газета «Речь Посполита» сообщила, что две страны обсуждают возможность отправки 40-тысячного миротворческого контингента, состоящего из иностранных государств. По словам европейского дипломата и французского чиновника, Макрон поехал в Варшаву, чтобы обсудить эту идею с Туском. Однако его визит сокращается в связи с подготовкой к назначению нового премьер-министра. Французский президент подтвердил, что переговоры с Туском были посвящены Украине дню после военного конфликта, но не стал обсуждать миротворческие силы и не отвечал на вопросы прессы. Администрация Трампа продемонстрировала свое желание изменить траекторию конфликта, и мы должны работать с Украиной и Европой, чтобы учесть европейские и украинские интересы, сказал он. Молниеносный, это все политика пишется, молниеносный визит Макрона в Польшу состоялся менее через неделю после того, как французский президент
президент принял, это мы уже как бы обсуждали, Дональда Трампа и Зеленского на переговорах перед официальным открытием Нотр-Дам. Трамп заявил, что хочет немедленного прекращения огня, и, в общем-то, Туск сказал, что Польша еще не определилась со своей позицией к этому предложению. Мы обсуждали это, и решения любых действий будут приниматься в Варшаве, только в Варшаве, и на данный момент ничего подобного не планируется. Ну, я бы, еще раз говорю, я бы подчеркиваю, что не необходимо тут кипишевать, потому что очевидно, что поляки заинтересованы в том, чтобы независимая Украина там состоялась и была буфером, значит, на восточной границе, поэтому тут... Эта логика никуда не денется. Но политическая логика заставляет Туска двигаться вот в таком ключе, в осторожном ключе, для того, чтобы не навредить ПИСу, точнее говоря, не навредить правящей коалиции в борьбе с ПИСом, который только ждет и видит, как бы отыграться и не потерять президентский пост после провала на парламентских выборах в октябре прошлого года. Вот, так что вот такая идет игра, друзья мои, увлекательная, интересная. Тут спрашивают, киньте в телегу ссылку на эфир, мало лайков. Это смотрят хорошо, я смотрю, уже за 4000 человек и 775 лайков, поэтому полайкайте, действительно стоит поднять эти вопросы, тем более, что я тут с вами был достаточно откровенен. Так, теперь давайте перейдем к вопросикам, да. Значит, в фильме «Облачный атлас» есть момент, в котором беглый раб на корабле отвечал на вопрос, почему его били кнутом у столба. Он ответил: я был моряком на китобой, я видел мир, и я плохой раб. Ну, такое. Так. Смотрю еще. Так, Юрий, если вы знаете, Китай принимает какое-либо участие в переговорах, ну, я думаю, что между Россией и Штатами нет. Ну, то есть, как бы, что китайцы могут дать в этом контексте, как бы там, да, на что они влияют. Я думаю, что Китай появится в том случае, если будет большая сделка между Трампом и Китаем. Не случайно значит, Си Цзиньпиня Трамп позвал на свою инаугурацию. Я думаю, что Трамп спешит к тому моменту, когда будет инаугурация, чтобы у него было максимальное большее количество козырей, в том числе и вот в контексте Ближнего Востока, в контексте Украины, поскольку если ему удастся как бы вот достичь рамочных соглашений по этим точкам, то, соответственно, у него будет больше козырей для того, чтобы принуждать Китай к большей уступчивости. И я думаю, что китайцы сейчас очень внимательно за всем этим смотрят, потому что они прекрасно понимают, что все эти маневры по их поводу, потому что Россия в конечном итоге является тоже разменной картой в торгах между Китаем и Соединенными Штатами Америки. Вот и все. Поэтому Китай сейчас, ну, как бы застыл в ожидании, потому что понимает, что тут как бы все быстро настолько развивается, что ситуация может повернуться совсем и очень драматичным ключом. Так. Смотрим еще. Раньше людей в Сибирь отправляли, теперь обратно в Украину как наказание. Ирония. Реальность. Машак пишет: вот я почитал Шмыгаля и думаю, мне кум сказал, что только на него в Германии тратят несколько тысяч евро в месяц, плюс на его жену, детей. Смысл немцам отдавать свои вложения в виде людей как драйвера? 100%. Они же делают это абсолютно ну, не случайно и исходя там из своих целей. Поэтому то, что нашим людям кажется как халява, на самом деле является математическим расчетом в рамках их целеполагания. Так. У меня 21 свет дадут, пишет Машак, дотянем, то уже ж, да, уже есть свет у вас. Так.
Значит, Шабанов был на 1000% прав. Шабанов был прав, это смешно. Шабанов в 23 году, помните, говорил о том, что тут ядерный удар нанесут, и даже конкретные даты называл. И много чего еще называл. Это смешно. Так, Юрий, давят ли США касательно выборов в Украине, и будет ли Трамп давить по этому вопросу? Конечно, они уже полным ходом смотрят на политические силы, с которыми будут работать. Поэтому вопрос выборов стоит ключевой. И, кстати, тот факт, что начали появляться критические материалы в западной прессе по поводу Зеленского, это один из элементов давления на него, чтобы он не выходил на выборы. Так. Другие спикеры подняли панику за 20 ярдов, которые демократы дали Украине из замороженных активов. Насколько это может обрубить переговоры? Да не думаю. Все равно это под русские деньги. Все думают о том, как раздеребанить русские деньги, которые Россия не увидит. Просто стоит вопрос, все же хотят из этих 300 ярдов пожировать и положить в свои карманы. Я еще, кстати, хочу разобрать этого Щелина, посмотрел кусок его эфира. Ну, Паша уже просто настолько на ГРУ работает неприкрыто, что это ни в какие ворота не лезет. И вот это благолепие, которое... Кстати, я когда вчера там минут 15 этот эфир посмотрел у Шелеста, то я подумал о том, что насколько у них плохо идут дела, что они сейчас вынуждены через таких спикеров, как Паша, создавать вот эту картину благолепия, что мы там чуть ли не победили. Он говорит, побеждающая страна. Какая вы нахер побеждающая страна? А у вас сыпется все по всему как бы периметру и внутри, и внутри самой России. И вот сейчас они будут стараться всем через все свои каналы, через всех своих спикеров рассказывать о том, что вот типа как бы они сильны как никогда. Ну, это такая же вот сила, как я уже говорил в одном из эфиров, что как накануне Цусимского сражения, когда вот вундервафля шла 8 месяцев через Тихий Атлантический океан и Индийский, а потом пришла в Цусиму и благополучно утонула. Поэтому, как бы, если правильно это все читать, что происходит, то есть абсолютно, как бы, все для нас факторы для осторожного оптимизма, что в 2025 году у нас будет такое начало качественного перехода в новое состояние. Так. Интересно, ваше мнение, что наша влада собирается строить кучу тюрем? Слушайте, нужно будет посадить столько людей, потому что они на опережение просто под себя строят эти тюрьмы, чтобы качественно и долго сидеть в комфортных условиях. Ну, как бы надо же быть гуманистами, поэтому все для себя. Так. УП розпочала кампанію з критики ідеї виборів, однак відсутність виборів створює цікаву ситуацію. У вас погляд на цю ситуацию? УП уже давно лежит под властью, поэтому как бы особо они не высовываются. Что им еще остается делать? У Арестовича есть шансы стать президентом? Потому что шансы есть у многих участников президентских выборов. Только когда они начнутся, ключевой вопрос, кто будет в них участвовать. У Гены Друзенко тоже есть шанс, между прочим. Так. По сути, Россия ведь тоже заинтересована в выборах в Украине, если они хотят что-то подписать. Поэтому Путин должен быть заинтересован в прекращении огня хотя бы. Где ОП берет силы сопротивляться? Смотрите, но если они понимают, что они не вытягивают в том сценарии, который предполагал, что им лучше закончить войну до конца 2025 года, потому что тогда у них четко уже все должно сыпаться, а обвал начинается раньше, и вот они очень боятся, что неуправляемая ситуация приведет их в ситуацию 90-х годов. И, ну, как бы, эта перспектива вполне становится реальной вот в свете катализации этих процессов. То тогда, конечно же, они подходят к мысли, что необходимо все переводить в политическую плоскость и пытаться как бы разыгрывать свои интересы,
интересы сквозь призму политических интересов и, значит, инструментов, соответственно, и попытаться как бы зафиксировать по максимуму там то, что они хотели бы. Но вот осознание этого, оно усиливает наши позиции. Поэтому Украина неплохая позиция на текущий момент, несмотря на все сложности, несмотря на все перенапряжение, несмотря на потери там, и так далее, и так далее, и так далее. Но понимание того, что они начинают шататься, как бы там, а мы еще пристегнуты значит, к западным донорам, и несмотря на все маневры Трампа, в общем-то, понимая все это, можно маневрировать, и Трамп же тоже не дурак, Трамп тоже захочет получить более сильные позиции, чем те, что имеет сегодня, потому что это он все сможет продать на внутреннем рынке, он может как бы триумфально зафиксироваться как человек, который разрубил гордиевые узлы всех конфликтов ключевых, которые там были на протяжении последних лет. Вот все это в принципе позволяет нам маневрировать, поэтому, к сожалению, жаль, что в наши головы доходит позже то, что было очевидно, потому что когда мы говорили в этой студии, что формула Киссинджера, как бы формула Расмуссена является базовой вообще для нас, это лучший был для нас выход на тот момент в 2022 году, то тогда там нас обвиняли в том, что мы зрадники, что-то не понимаем, а сейчас Зеленский там ее же озвучивает и говорит ровно все то, что мы говорили летом 2022 года, поэтому вот эта проблема для нас, ну ничего, будем работать. Так. Телеграм-канал связанный с ОП, судя по всему, предполагает, что выборы будут осенью. В мае и осенью. В мае президентские, осенью парламентские. Пока что вот такой есть план базовый. Так. А что делать нам простым, которые вас долго слушаются, ничего не понимают? Слушаться и действовать, исходя из тех инструкций, которые будут получены как бы в каждый почтовый ящик нашим уважаемым медоедам. Вы видели серию видео от Маркуса? Нет, не смотрел и не буду смотреть, потому что как бы я в другой рамке абсолютно, и я смотрю на процессы сквозь призму своей рамки. Потому что я не понимаю, что там могу найти. Юрий, а что вы можете сказать по поводу тезиса Алексея Арестовича о том, что пока не будет гарантии безопасности для России и Украины, перемирия не будет? Ну так переговоры по этому поводу идут. Ну, собственно говоря, в чем противоречие или что непонятного? Конечно же, перемирие будет заключено в тот момент, когда стороны увидят минимальные гарантии безопасности, которые смогут использовать для того, чтобы выйти из этой ситуации и начать сразу же готовиться к новой войне. Вот и все. Шоркан, как вы считаете, стоит ли эмигрировать в Германию с Польши через Blue Card, учитывая возможную там смену власти на более консервативную? Честно говоря, не знаю. Вот я же не знаю вашу ситуацию, что я вам там буду советовать. Это зависит от того, что вы хотите, какие у вас компетенции, как вы там можете устроиться на рынке труда. В общем, я не могу вам давать совет, я не знаю нюансов. Маркуса Тополи, думаю, и других собирают полудей, чтобы создать какие-то политические силы перед выборами. Ну, конечно, сейчас все будут использовать фронтовиков для того, чтобы насытить свои политические силами узнаваемыми брендами. Юрий, объясните мне, пожалуйста, полностью поддерживаю Арестовича ваши идеи, но идея Арестовича на следующий день после победы на выборах президента Украины поехать в Москву. Спрашивайте об этом Арестовича, чем он руководствуется. Я же не знаю, что в его в голове. Я с ним коммуницирую, но не настолько часто, чтобы как бы вот каждый такой шаг объяснять. Самый лучший нарратив сейчас — это запрет быть избранными на всех уровнях тех, кто избрался последние 33 года как
формами коллективной ответственности за войну. Это изменит их поведение. Для этого необходимо взять большинство в Верховной Раде. Юрий, как будет сочетаться в Украине 3.0 нейтральный статус и курс на милитаризацию? Ради бога. Как Индонезия, являясь государством, которое там находится в нейтральном статусе фактически или в режиме неприсоединения, вооружается там, исходя из всех своих целей, задач, которые у них есть в их регионе Тихоокеанском. Наивные, как 3 копейки. Как Путин объяснит переговоры на ваших условиях людям, которые воевали? Так же, как и всегда. Почитайте российские паблики, там те, кто воевали, они будут 2 руками за то, чтобы прекратить эту бойню. Поэтому вот это вот меньше всего беспокоит, как он им объяснит. Как всегда, нажмет на черноротые рты Соловьева и Скобеевой, и те объяснят все как надо. Вот и все. Потому что дурачков умирать за идею там в России уже нет. Юрий, как вы думаете, перед выборами текущие властители будут стараться выдаить больше через налоги и коммуналку? Почему думаем? Это уже все происходит. Посмотрите вчерашний эфир с Олегом Попенко, поржете от души и поплачете тоже. Какой предел будет их налоса? Никакого, у них нет предела. Так. Как вы думаете, кто из старой гвардии пойдет? Ну, Порошенко, Тимошенко, Кличко, точно. Кто-то из ОПА попробует выползти наверняка. Так. Так. Історія Маркуса подивився, вона про те, як ідеалісти зламали сподівання об інертну пострадянську армійську систему без політики. Что они сломались, походу, я так понял, да? Кстати, у Монина рубрика «Вой на болотах», россияне уже готовы схавать перемирие. Да все не схавают. Это беспокоит меньше всего. Что они там схавают? Ключевое это настроение их политического класса, их мотивация, которые боятся потерять власть и боятся оказаться в 90-х. Что перед ними маячат все более и более реально. Поэтому полайкайте этот эфир на обоих каналах. Так, на шортах посмотрю, потому что, извините, шорты я забыл, что там. Так, давайте посмотрим. Так, секундочку. Да что ж такое? Ты. Шорты. Так, смотрим. О, тут уже хорошо смотрят, молодцы. Так. Итак. Юра, что-то у тебя каждый день не могу прожить уже без твоих телепередач. Молодцы вы все. Спасибо, Александр Герасимов. Саша, привет. Саша, ну конечно же, мы же знаем друг друга. Привет тебе. Вот, это хорошо. Это хорошо. Зависимость в нашем случае это хорошо. Так. Почему Юра говорит, что силовики грабят людей как никогда? Можно ли это доказать? Достаточно просто послушать любую историю нашего бизнеса, чтобы в этом убедиться, либо посмотреть на заявление бизнес-ассоциаций. Бизнес дерут, как сидорову козу. Кому маневрировать Зеленскому, спрашивает Маркус де Консуэнде. А кому еще? Он же как бы у нас субъект, который сейчас сконцентрировал всю исполнительную власть. Маневрировать, но куда деваться? И прислушиваться к хорошим советам. Это же инстинкт самосохранения. Важно не повторить судьбу Асада. Скоро 600 тысяч на канале. Ну, с 2 каналами у нас уже будет 700 тысяч. Я думаю, что мы сейчас подразгонимся и к моменту выборов дойдем до 1 000 000. Постараемся, во всяком случае.
Роман, я не уверен, что военные надо при власти. Их не надо при власти, потому что состояние, управленческое состояние армии показывает, что военные абсолютно не способны решать общегосударственных задач. Ну, я имею в виду то, как они управляют, вот, хозяйством, вообще ни о чем. Если бы было по-другому, то мы бы с вами не собирали деньги на сборы, как бы на дроны, на все остальное. Кстати, я сегодня еще один сбор запущу под Александра Алиева, под подразделение, в котором он воевал. Посмотрите все эфир с ним, там просто картина маслом, очень крутая. Вот. Так. Широкий проект Арестовича це. Так. Так, выскочила вперед. Проект Института будущего $1 триллион ВВП для Украины все еще актуален. Но если мы хотим быть хорошо развитым государством, то, наверное, актуален. И задача в $1 триллион ВВП должна стоять перед страной. Рубль не посыпался, хотя был скачок. Он обсыпается. Мы видим, как он постепенно обсыпается. Да, там был скачок, и он был по объективным причинам. Но после этого скачка он отыгрался назад, а теперь после этого потихоньку на 5% обсыпался. Они сыпятся, вот и все. И они понимают, что они сыпятся. После выборов будет ли переписана Конституция? Она в любом случае будет переписана. Потому что мы или создадим новое государство, или лишимся этого. Точка. Когда будут эфиры про экологию, было бы интересно послушать. Ну, когда я найду хороших экологов, тогда и послушаем. Так. Перемирие такое, как в Кампьенском лесу для Германии 11 ноября? Нет, конечно. Для того, чтобы подписывать Кампьенское перемирие, необходимо, чтобы одна из сторон имела абсолютную победу. Этого нет. Татьяна Дусенко, извините за повтор, вы на шорс были. Юрий, как вы видите возможность аудита государства после перемирия? Возможно ли с привлечением иностранных специалистов? Для того, чтобы аудит был эффективным, должен быть субъект, который в принципе понимает цели и задачи аудита. Вот и все. Поэтому там уже как бы иностранные специалисты, наши специалисты, это инструментарий. Поэтому аудит, конечно же, нужно будет проводить, потому что без него невозможно будет увидеть всю картину разложения и ужаса, который представляет современная Украина. Зачем сын Трампа устроил это с обложкой журнала? Потому что они не уважают Зеленского и издеваются над ним, это же очевидно. Поэтому Трамп младший вместе с Маском, походу, как бы вечером там курят траву, и им не жалко тратить там $1 миллион как бы на то, чтобы придумывать какой-то новый мемчик про Украину и про Зеленского. Ну, так надо с этим работать. Мы же делаем вид, что ничего не происходит. Ну, я имею в виду власти. Ну, а для того, чтобы не быть в такой ситуации, не нужно было ставить таких идиотов, как нынешний пресс-секретарь Зеленского, который как бы абсолютно провалил коммуникацию с этой линией республиканцев. Пане Юрій, як на вашу думку, чи будуть далі погіршуватись наші відносини Словакією, Польщею, Угорщиною? Это зависит от того, какая у нас будет власть. И все. А какая будет власть, будет зависеть от результатов выборов. Как вы думаете, россияне добьют Покровск? Не знаю. Юрий, может, я пропустил, вы как-то рассказывали про идею Куртева по решению вопроса демографии. Его уже озвучивали? Нет, Куртев был в разъездах, на следующей неделе мы озвучим. Юра, а стоит ли делать результаты аудита публичными или непубличная часть политики будет? Конечно же, должна быть и непубличная часть политики, потому что есть вещи, которые, ну, априори нельзя озвучивать для того, чтобы не показывать какие-то слабые позиции государства. Олена Мураткина, за обкладинку журналу це фейк. Так, конечно, фейк. Это же известно, что это Трамп-младший выставил у себя этот фейк в
как его, на своем аккаунте. Это стёб с их стороны, так они стебутся. Вы слышали, что Трамп собирается провести аудит того, как Зеленский расходовал деньги? Да, слышал, это же будущий глава их ФБР об этом говорил. Я считаю, что это во всех смыслах будет очень хорошо, потому что все должны увидеть, как тратились деньги, и все должны понять, что за растрату денег должна быть ответственность. За растрату денег американских налогоплательщиков, европейских, либо украинских. И это вопрос восстановления справедливости, потому что упыри, которые за годы войны сколотили огромное состояние на крови, они должны съесть. Все как один. Фил Фомичуку. Привет из Ростова. Слушаю вас и остальных давно, но несмотря на здоровые порой мысли, слишком много лжёщих к простому русскому народу. Слушайте, простой русский народ на 86% одобрял аннексию Крыма, широкомасштабную войну и все остальное. Что вы хотите? Почему вопрос, зачем радоваться нашим смертям? Ну так вы же враги. Ну а как вы хотели? Во время войны именно так происходит. Вы бросаете ракеты на нашу голову. Мы каждый день засыпаем с этим. Там, да, некоторые не просыпаются. Вчера в Запорожье погибли 10 человек. За что погибли эти люди? За то, что вы там в Ростове сидите, как бы там и волнуетесь, что желчью к вам относятся, так это ваша прямая ответственность. Вы привели этих ублюдков к власти, и вы ничего не делаете для того, чтобы эта война закончилась. Вы взрастили эту вашу ублюдочную российскую власть. Поэтому чего вы удивляетесь, что мы к вам относимся как к имбецилам? Ну, это ваши проблемы. И наши проблемы в том числе. Поэтому мы должны эту решить проблему, как бы усилив эффективность нашего государства, чтобы на наши головы не сыпались ракеты. А потом уже приняться как бы за проект Юго-Руссия. Ростов будет там. Так. Forbes опублікував, що не заключаються контракти з вітчизняними виробниками зброї на 25 рік. Що це означає? Это означает ровно то, что вы подумали. Что от кого-то ждут, что занесут деньги, кто-то просто не способен заключить контракты. Как бы. Если бы вы знали, сколько АОС в этом году не заключил контрактов, имея ресурсы, вы бы охуели. Так. Как вы думаете, дадут ли возможность участвовать на выборы Залужному? Я думаю, что да, почему нет. Добрый вечер. Эфир с Тышкевичем будет? Да, будет. Мы говорили с ним. Кого вы видите следующим президентом? Это зависит от того, кто будет в президентской кампании. Юрий, есть ли в Украине прикладные либертарианцы, которые могли бы предложить реформы, подобные тем, которые проводил Миллей? Я думаю, что это единственный шанс для восстановления экономики. Нет. Нам нужны сбалансированные реформы без как бы розовых соплей по поводу того, что можно как бы одной простой формулой решить все проблемы. Нам вообще нужна сбалансированная модель государства и социальных отношений, без метаний в разные стороны. Поэтому радикальный центризм будет нашим спасением. Как вы думаете, когда Зеленского сменит новый президент, Коломойського выдадут штатам? Понятия не имею. Ваша особиста думка згідно закону відносно зброї для громадян України. Якого закону? Я просто не знаю, о чем речь. Я за то, чтобы громадяне Украины свободно носили короткоствол там, и вообще, чем больше они были вооружены до зубов, тем лучше нормальная этика отношений будет в Украине имплементирована. Юрий, американцы не спасали южных вьетнамцев, афганцев, прошахских иранцев, ливийцев. Так почему украинцы надеются, что Запад сподобится спасти? Так, где-то пропустил. Что Запад сподобится спасти украинцев, вводя войска. Ну, слушайте, кого-то спасал, кого-то не спасал, кого-то поддерживал, кого-то не поддерживал. Разные истории были и в истории США, и в истории как бы Запада. Британия спасла Бельгию, точнее говоря, вошла в Первую мировую войну для того, чтобы выполнить свои обязательства перед Бельгией. И спасла ее по большому счету, как бы там, да, потому что
Потому что гарантировала ее нейтралитет договором 1830 года. Ну вот вам пример. Да, Штаты бросили Южный Вьетнам, который был настолько коррумпированным и неэффективным, что не было смысла держать этот чемодан без ручки. И к тому же Киссинджер с Никсоном договорились с Мао Цзэдуном, и начала меняться архитектура отношений в Восточной и Юго-Восточной Азии. Поэтому нужно внимательно смотреть за переменами для того, чтобы не пропустить свой шанс. Вот и все. До выборов Зеленский уйдет сам или его выкинут на штыки Арти Грин. Да, есть такие настроения. Как замотивировать украинцев вернуться на родину? Успехами. Успехами родины. Все хотят быть причастными к успеху и все хотят хорошо жить. Будет ли в Украине радикальная милитаризация, будет зависеть от того, будет ли в Украине Третья Республика. Упыри, которые обогатились на крови, уже сейчас берут выборы под контроль, и драка будет жесткая, так как для них она будет на выживание. Так будет же внешний фактор и будет внутренний фактор. Все будут очень злые. В Украине будет президентская форма правления или парламентская, неважно. Главное, чтобы была одна исполнительная вертикаль, которая бы несла ответственность за то, что происходит в стране, а не непонятно какие исполнительные вертикали, которые ни за что ответственность не несут. Так. Если бы наши люди могли свободно носить короткоствол, у нас был бы аналог второй поправки, и Бучи бы не было. Когда в тебя с каждого дома стреляют, особо в затылок мира не постреляешь. 100%. Поэтому я за короткоствол и за легализацию оружия в Украине. В чем основная причина поражения Германии в Первой мировой? Вступление США в войну или еще есть причины? В том, что они ресурсно просто эту войну не вытянули. И когда Штаты вступили в войну, то чаша весов окончательно как бы ушла в пользу Антанты. Вот и все. Вот. А так, если бы ресурсная база Штатов не сыграла в пользу Антанты, то еще не факт, что она бы победила. Потому что 17-й год был критичным для всех стран. Юрий, вы не планируете никак на выборах участвовать? Я это скажу, когда будут выборы. Вам не надоело, как в Институте будущего советовать? Ну, как бы, во-первых, я не в Институте будущего уже давно. Во-вторых, я не советую, я как бы формирую. Поэтому я буду в активной позиции, не беспокойтесь, я уже давно в ней. Что вы думаете по поводу голосования людей за границей? Они будут голосовать, Запад это будет обеспечивать. Если будет радикальная милитаризация, люди не поедут назад. Люди поедут назад туда, где будет успех, где будут правила игры, где будет развитие. Если милитаризация будет частью этого, как в Израиле, то люди никуда не денутся, потому что они хотят нормально жить. Вот и все. Запад ведет миротворцев, Россия это одобрит? Да, может быть и такое. Выборы в мае, я говорил выше, смотрите. Так, все, на этом будем заканчивать. Ну давайте еще на шортах посмотрю. Я менеджер хороший, Арчибальд, я менеджер хорошего уровня, я выехал, но даже если вы будете у власти, возвращаться стрёмно. Я за это воевать точно не буду. Вот помогать выстраивать с государством, с выстраиванием государства и с карой всего силового аппарата, ну, наверное, готов. Да. Готовят таких много. Ну, отлично, ну так, господи, так это же хорошо. Это прекрасно, нужно использовать весь потенциал нашего великого, рассеянного, распределенного народа. Вот и все. Украинское государство будет распределенным. Это нужно понимать, что территория Украины и украинское государство должны быть просто маточным, как бы, да, то есть они должны давать те инструменты, которые народ не имеет, когда у него нет государства, например, курды, да. Вот, там, или масса других народов, у которых нет своего государства. А вот когда оно есть, и есть десятки миллионов человек, которые распределены по другим континентам и народам, то это в связке открывает огромные возможности. Как Израиль, и евреи, как армяне, и Армения, хотя здесь в меньшей степени как бы эффективная связка, там, потому что армянское государство тоже проблемное. Вот. Но ирландцы, допустим, да, ну, много примеров можно привести. Вот я об этом. Не кипишуйте.
Юрий, как вы думаете, у Запада есть фавориты в числе возможных кандидатов на грядущих выборах в Украине? Они формируются. Егор, просто, Юрий, надо структуры строить заранее, чтобы участвовать в избирательной кампании. Откуда вы знаете, что строится? Строить на ходу невозможно. Даже Зеленский на готовых структурах Коломойского заезжал. Друзья, ну, как бы, вы ж должны понимать реальность. И я стараюсь не делать заявлений, которые несут вред. Вот и все. Возможен ли эфир с Кущем и Мониным об Аргентине? Слушайте, прикольная идея, давайте я поговорю с ними. Я хочу. Слышали ли вы о том, что парням 18-25, учащимся за границей, могут разрешить свободно пересекать границу? Что можете об этом сказать? Не слышал, какая разница? Я думаю, что очень скоро это все как бы будет разрешено. Так, под занавес. США одобрят новый пакет помощи сегодня, объявили в Белом доме. Ну, демократы играют на то, чтобы Украина успешно достояла до момента инаугурации Трампа, и тем самым переговорные позиции россиян были слабее, чем в том случае, если бы Украина посыпалась. Поэтому я думаю, что демократы сейчас действуют в такой логике и штампуют вот эти вот, каждую неделю дается новый пакет помощи. Так, по Турции кущ будет? Да. Генерал Луценко снят с должности командующего группировки Донецкого ВСУ и переведен в сухопутные войска. Ну, наверное, хорошо. Я так думаю. Андрей Дмитренко. Андрей, привет. Как вы думаете, когда откроют границы для мужчин? Когда закончится война спустя какое-то время? Когда еще? Как вы думаете, после перемирия есть ли смысл сразу возвращаться или надо выждать годик? Я думаю, что надо посмотреть, в каком направлении все будет идти. Вот. Но помогать и работать нужно. Насчет помощи в описании к эфиру есть все ссылки. Я сейчас чуть-чуть поменяю как бы стратегию по поддержке. Мне один из пользователей действительно навел на правильную мысль, что лучше подписываться на Patreon, чем на поддержку в YouTube, поскольку YouTube забирает 30%, а там с учетом там еще как бы моей работы с агентством, которая защищает от атак, то получается все 45%. Поэтому, а там только 3%. Поэтому, если вы можете переводиться на Patreon, потихонечку переводитесь. Там на те суммы, на которые вы поддерживаете, ссылка там в описании к эфиру есть. Но если не можете, то ради бога, как-то в любом случае молодцы, що підтримуєте. Вот. Яка ваша думка щодо можливих дій Минет? Никакая. Это обреченное на провал образование, которое ничего не сможет сделать, так же как Вторая Республика не может сформулировать ни одной эффективной и успешной политики. Она полностью прогнила. Нам нужна Третья Республика, и она будет построена. Все, на этом я заканчиваю. Я запущу сбор под Александра Алиева после этого эфира, где-то через полчасика. Поэтому прошу поддержать, тем более, что он там небольшой. И еще раз, спасибо, то, что смотрите, распространяйте, не падайте духом, все будет хорошо. Возможно, не совсем так хорошо, как хотелось бы, но я думаю, что прорвемся. Все, заканчиваю эфиры. Тихого вечера, пока.